В этом видео я попытаюсь повторить самый быстрый спидран назаритовой брони в выживании, который длится всего 35 секунд. Меня всегда удивляло, как же игроки могут так быстро все проходить, и я решил попробовать повторить этот спидран. Давайте же посмотрим на него. Этот спидран проходится на версии 1.17.1 и на сиде, который вы видите у себя на экране. Сид есть в описании. Вроде бы мы спавнимся на обычной локации, но буквально в 10 блоках от нас находится идеальный разрушенный портал, в сундуке которого лежат все нужные ресурсы для того, чтобы его достроить и поджечь. Портал телепортирует игрока возле бастиона. Далее мы бежим вперед, ломаем дерево, с которого крафтим 2 верстака и палки, после чего ставим верстак и крафтим лестницу, прыгаем вниз за лутом. В первом бастионе из нужного лута лежит 4 назаритовых слитка и 2 алмазные шмотки. Далее мы паркурим и прокапываем проход ко второму бастиону, в котором лутаем 2 сундука. В одном лежит нужное нам железо для крафта стола кузнеца, а во втором недостающие алмазные вещи. Звучит просто, поэтому будем пробовать. После многих проб сделать прыжок с лестницей, у меня это получалось довольно редко, и пиглины наносили слишком много урона. Поэтому я решил немного поменять правила своего спидрана, в котором я сначала сделаю себе алмазную броню в креативе, и уже с ней попробую пройти этот спидран. И для честности эксперимента, время крафта алмазной брони тоже будет записываться на таймере. В спидране присутствуют некоторые хитрости. Например, мы не лутаем сундук вручную, а просто ломаем его. На первых попытках я сливался еще на первом бастионе. Иногда у меня даже получалось дойти до момента крафта брони. Но в одной из таких попыток я потратил все дерево, застраиваясь от мобов. И на самом деле этот спидран очень сложный, даже с алмазной броней. Я несколько часов пытался заспидранить назаритовую броню. Больше всего мешали магмовые кубы, которые очень часто спавнились на нормальной сложности и не давали пройти паркур. Время спидрана я решил поставить прорисовку в 2 чанка. Я думал, это уменьшит спам слизней, так как второй бастион не будет прогружаться, пока я буду в первом. И спустя попыток 20 я начал что-то понимать. Например, то, что нужно спрыгнуть как можно ближе к сундукам, чтобы пиглины не сталкивали влагу, и прыгать именно по этим блокам. У меня даже была попытка, в которой я не сломал первый сундук во втором бастионе, вследствие чего мне пришлось за ним возвращаться, чтобы скрафтить стол кузнеца. Также я понял, что каждый раз мобы спавнятся почти одинаково. Например, тут всегда спавнится пиглин с арбалетом, будто он здесь специально стоит, чтобы руинить игрокам паркур. И да, он руинил пару моих попыток, поэтому я решил закрывать проход ко второму бастиону. Очень важно, что когда не заспавнились большие магмокубы, пройти спидран идеально. Но в итоге у меня получилось это сделать. Да, с алмазной броней, но все же. И давайте посмотрим, как же это было.
И как вы можете заметить, что спустя несколько часов тренировок я все-таки смог заспидранить назаритовую броню за 143 секунды и за 108 секунд, если не учитывать время крафта алмазной брони. Да, это в несколько раз медленнее, чем самый быстрый спидран. Я думаю, что я смогу пройти это и без алмазной брони, и за более короткое время. Если вы проявите большую активность под этим видеороликом, то я сделаю видео, в котором повторю этот спидран уже без моих изменений. На этом у меня все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Ну а с вами был Зергат, всем удачи и всем пока.